Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Gwart.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. И я хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно для этого сделать. И раз уж вы перейдете в мой телеграм-канал, не забудьте на него подписаться, потому что там я пишу, когда стримы, что по обновлениям этой игры, и самое главное, это чат комьюнити, где мы все переписываемся, общаемся и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, ребят, хочу напомнить, что мне необходимы ваши лайки, поэтому не забудьте поддержать данный ролик лайками и комментарием от 3 слов, а если ты еще не подписан на мой YouTube, то подпишись, потому что контент песня. Все, давайте погрузимся в данную каточку. Эта каточка называется «Чистейший кайф». Название такое, знаете, прям увесистое. Ну, посмотрим, насколько это чистейший кайф, правильно? Правильно. Итак, ага, берет палку. Палку, чтобы бить своих врагов ей. Чисто как, знаете, против крапивы вышел 1 на 1 драться. Боже, что я несу? Кстати, ребят, если вы мой дневной ролик не смотрели, то обязательно посмотрите. И, кстати, теперь об этом, что у меня в день выходит по 2 ролика. Один в 12 часов, один в 6 часов вечера. Поэтому не пропускайте контент, качественный, прикольный и вообще просто шикарный контент. Итак, я так понимаю, он смотрит на 2 огров и думает такой: взять их или не взять их? Взять их или не взять? Кстати, драконий рог, рог войны, сюда. Короче, немножко спойлеров вам, ребят. Что в сегодняшней дневной каточке я там показал, как правильно играть на 6 богах. Поэтому, если ты еще не видел эту каточку, я рекомендую ее посмотреть. Прямо рекомендую. Понял? Все. Давай, не забудь перейти на тот ролик, посмотреть его и там тоже лайк тыкнуть. Так, барабан войны, естественно. Барабанчик имбулька. Барабанчик нам надо. Барабанчик — это то, что доктор прописал. Ага, поставил себе Тинкера, не хочет, скажем так, лишаться Тинкера. Тинкер в единицу — это уже мощная тема, на самом-то деле. Его довольно-таки сильно бафнули, серьезно даже бафнули, сказал. Потому что Тинкер в одну звезду теперь имеет с каждой ракетки по 250 урона. Раньше было по 150 урона. Это лютый баф на самом деле. И уменьшили КД у Тинкера. Это прям вдвойне лютый баф. Но все те же самые проблемы у Тинкера остались. То есть, если в моменте будет фигура перепрыгивать с одной точки в другую точку, и в это время летят ракетки, то, соответственно, бай-бай ракетки. Урона не будет. Это такой тильт на самом-то деле. Сколько раз у меня 5-я точка горела из-за того, что вот этот вот прыжок веры от ракеток просто сейвил фигуру. И меня добивали просто моего Тинкера из-за этого. Как это было обидно. Я не знаю, почему разработчики не могут это пофиксить, что в момент перепрыжки, либо смена позиции с клетки на клетку, ракетки куда-то улетают в потусторонний мир. Я не знаю, почему разработчики не могут это пофиксить. Но разработчики сидят в шапочке из фольги, причем что-то такое еще и употребляют сверху, потому что, ну, такие патчи выкатывать, это прям свять. Особенно, когда 9 месяцев антимаг уже сидит в царском кресле, они его еще и бафнули сверху. Это вообще 10 из 10. Знаете, что еще вспомнил? Что, по-моему, я когда-то говорил, что этому антимагу не хватает только сделать так, чтобы он мог свою способность юзать во время сайленса и тому подобное. И тут разработчики в каком-то патче выкатили то, что работает все его способности под сайленсом. Это вообще трэш. Трэш-контент был. Да. Ну ладно. Там Элириан почти собрал себе 4 орков. Сильно. На старте собрать себе 4 орков — это очень увесисто. Мне уже интересно, что он будет здесь реализовывать. Мне кажется, что что-то здесь будет с орком-шаманом. Вот что-то мне так кажется. Ну, я думаю, да. Я думаю, 100% так и будет. Давай, ракетки, полетели. Да и без ракеток, в принципе, справился, ну окей. 2300 чистого урона наколедовал. Да, блин, я, кстати, как-то не углубился в легендарки, но тут обалденные легендарки. Дух пятерка, орк-шаман, омник. Вообще идеальная комбинация. Если здесь никакого чистого урона не будет в виде кунг-фу, тут еще, кстати, чернокнижник есть орк. Да ну блин, на самом деле здесь можно такое сотворить.
в этой катке. Если, конечно, все будет идти. Если все будет, соответственно, идти, то здесь можно такие вещи творить, что ну его в баню. Серьезно, там разваливать так будет кабину, что просто во все стороны будут разлетаться шестеренки и болты на 28. Но все это будет контриться гритерами. Кстати, а что вы думаете? Попробовать записать гритеров или нет? А ну-ка, поделитесь своим мнением в комментариях. Я думаю, попробовать записать гритеров. Я думаю, будет круто. Есть у меня как раз парочка идей, как записать гритеров. Но только на самом деле, если не будет против меня каких-то 9 охотников. Потому что если против меня будут какие-то 9 охотников, то у меня будет 5-я точка гореть от А до Я. Ракетки! Эх, ну ладно. Ну ладно. Был бы Тинкер в 2 звезды, они бы все в могилу улетели уже. Там бы уже можно было вызывать похоронное бюро. Но пока у него все отлично. У него 99 хп, 27 монет. На 8-м раунде это все. Еще и 5-й уровень. Грех жаловаться. Грех жаловаться. Но он не жалуется, как бы. Интересно, что за реликвию ему упадет на 10-м раунде. Мне вот прям очень интересно, что за реликвия будет. И в целом, как дальше будут развиваться события. Кстати, тут почти 4 орка тоже, но он играет через охотничков. Но, кстати, какая же это лютая тема, вот эта перчатка. Просто только что чел на орке охотники засумонил своего кабанчика в надежде на то, что он немного времени потянет. А тут такая перчатка. Щелчок Таноса и минус кабанчик. Пошел на шаурму. Боже, что ты несешь? Ладно. Ему тоже, кстати. У него, кстати, уже 4 орка есть. Можешь поставить 4 орков. Будет ставить, не будет ставить? 400 хп лишним не будет? Будет. Я бы вместо Трентухи, конечно, бы поставил резачка лучше. Как-то я в резачка побольше верю. Не хочет. Ну ладно. Не, ну Трентуха на самом деле тоже сильный персонаж, потому что он будет подхиливать. А соответственно будет подхиливать, они будут дольше жить. Я уже говорил, но скажу еще раз. Как мне нравится, как бафнули Шамана Лавы. Точнее, не бафнули, забалансили Шамана Лавы. Вот теперь мне на самом деле Шаман Лавы намного больше нравится. Он и не такой имбовый, но у него и радиус сайленса огромнейший. 3300, вот видите, я говорил этот Трента заменить на резачка. Ну, не слушайте меня, я вообще бот. Не слушайте меня, вообще не слушайте меня, я бот ботинок. Нет, Трент лютый тип. Если бы он еще Трента получил в 2 звезды, это было бы вообще белиссимо. Тусик. Ну, у Тусика там такие себе шмотки. Там, кстати, чел тоже себе богов собирает. И, скорее всего, будут боги-орки. Эмбер уже. Угу. Угу. Да, тут, скорее всего, тоже будут боги-орки. Сверху. Сверху, снизу, сбоку, с прискоку. Будут, короче. Момент истины. Что же ему упадет на 10-м раунде? Взрывной удар, чисто Акс там разваливает. Кстати, мне написали в комментариях, как сделать так, чтобы пикнуть все монетки быстренько. Просто откройте инвентарь и закройте. Все. Ну, просто открывайте инвентарь, и вы, соответственно, собираете все предметы, которые валяются на полу. Об этом мне написали в комментарии мои добрые подписчики. Я об этом не знал. Не знал до определенного времени. Ладно, я все знал. Ребят, я все знал, я просто приду. Вкусно. Хаотичный договор, это очень вкусно. У него сильный стол, я бы взял, наверное. Я думаю, да, спокойно юзать. Я думаю, он спокойно успеет себе сделать винстрик 7 единиц. Спокойно, стол у него сильный. Если, конечно, ему апгрейды еще придут, он вдвойне быстрее все это сделает. Нужен апгрейд. Апгрейд нужен 100%. Тачка на прокачку нужна. Боже, что я вспомнил? Какая-то программа старая, тачка на прокачку. Там у чела уже Джаггернаут 2 звезды. Сильно. Неприятно. Новости, так сказать, вообще не из лучших. Не, ну тренд нормально так захиливает. Реально тренд 2 звезды нужен. Ай-яй-яй. Ну ладно.
Я думал, Шаман Лавы еще поживет немного. 2300 хп отхилил. Нормас, нормас. Я думаю, не это усиление он ждал, но, в принципе, ладно. Пойдет. Интересное решение. Драгон Найт. Я так понял, он хочет найти себе Трентуху, но Трентуха ему не идет. Трентуха говорит, топ не один, не сегодня. Не сегодня. Вообще не сегодня. Кстати, в скором времени будет у нас дуо-контент на канале. Я думаю, будет интересно. Только я думаю, дуо-контент делать не по одному ролику, хотя можно будет и по одному ролику сделать, чисто они коротенькие будут, потому что в дуо-контенте другой темп, и они быстро заканчиваются. Сами думаю, каточки, ну сколько, минут 15-20 максимум длятся. Ну, короче, скоро будет интересненько. Оу, 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 май. Естественно, он возьмет эту нимбу. Вот эту нимбу надо брать по-любому. Хочешь, не хочешь, а эту нимбу надо брать. Там еще и жрица пришла. А засунуть ее некуда. Все. Бедный Марс. Бедный Марс. В любой сборке первый, кто улетает, это Марс. Кстати, смотрите. Видите сейчас у топчика на Венсте вот такой вот стол. А теперь обратите свое внимание, как этот стол быстренько сдохнет. А он еще и Марси собирает. Интересно. А тут Джаггера. Сдохнет, потому что у него есть антимаг. Я в антимага больше верю, нежели там в кого-либо другого. Даже вот тот весь стол в 2 звезды, ну, антимагу не помеха. Антимаг это тот персонаж, который говорит такой, чё? Чё, Салах, сдулся? Ну так, 5 винстрик у него есть, отлично. Надо в уровень идти дальше. А то у него уже полный стол всего. Радиус отхила, конечно, огромный там. Будет классно, если заберет винстрик. Но я думаю, заберет винстрик. У него все-таки огромный антимаг в плане по хпшке и тому подобное. И у него очень много урона будет. Я думаю, спокойно может душнуть. Только если там чел не наспамит 1000 змеек. Ну-ка, ну-ка. Не имбовый антимаг. Давай, не имбовый антимаг. Ну, ну. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй. Какая обида. Ой, обида. Зато 2 дома получил. Ну и ладно. Может, кстати, уровень сейчас взять. А, не может. Не получит монеток столько. Так, все, Трентуху продал. Может сейчас уровень взять. Вот сейчас может уровень взять. Потому что он получит 4 монетки за 4 собаки. Уровень возьми. Уровень возьми. Возьми уровень. Мой юный подаван, возьми уровень. 7 уровень возьми и поставь себе немного. Ай да, черт с тобой. Миндальная связь не работает пока что. Ничего, мы немножечко подкорректируем наши настроечки, и, соответственно, миндальная связь работать будет на 150%. Давай, момчик нужен. Нужен момчик. Барабан войны это классная тема, но я думаю, она ему не... Ну ладно, в принципе, только хотел сказать, что она ему не нужна, он ее берет. Я просто не понимаю, на каком билде он хочет сыграть, но то, что он взял себе 2 палки, это уже многого значит. В принципе, 2 барабана, если под какой-то магический прокаст, будет четко. Угу, 2 думов хочешь поставить. Но жрица, кстати, в 1-2 звезды довольно-таки много маны генит.
Два, точнее, один дум хорошо, два лучше. Только что два дума полетели вот этого нового рыцаря. Очень полезного нового рыцаря. Чисто дум нанес 3000 урона. Антимаг 1700. Получается не имба. Кунка. Капитан Кунка на месте, на связи. Реально, походу, будет на богохорках играть. Там, кстати, топчику сняли винстрик. В ничью сыграли. Бог Хорки и топ-1 вот это сыграли в ничью. Элириан и Венст сыграли в ничью. Интересно. Два бога орка и третий тоже, походу, на богах орках. 4 человека, которые играют на богах орка. Причем у вот этого Хичан. Короче, вот этот в Хичан, у него тоже там жесткий стол. У него там орк-жрец в 2 звезды на секундочку. Это уже не шутки. Ой, Дум прилетел. А теперь плевать вообще. Еще антимаг его высасывает. Ой, хорош, просто. Отлично. Как все отлично сработалось. Кайфуля. Кайфы, кайфы, кайфули. Но у этого паренька сильный стол. Так, уже кто-то там провидца раскрыл. Скоро 8 возьмет. Интересно, он будет Талова в 10 идти или как? Или в каком-то моменте нажмет на тормоза? Сейчас к нему должен... Вот он. Вот он, бог орк, пришел. Дум в шамана лавы полетел, отлично. Рубик стырил способность крутилки, пойдет. Да, не имбовый антимаг. Ни разу. Акс. Акс эффект. В 2 звезды, сюда. Ролиться будет. Интересно. Хочет усилить свой стол, судя по всему. Угу. Шамана лавы поменял на орка жреца. В принципе, норм. Хускара полетел Дум, отлично. Всегда бы так было. Как ему хорошо идет Дум? Можно только позавидовать такому Думу, отвечаю. Ему очень круто идет Дум. Он может, кстати, сейчас поставить немного богов себе. Я бы на его месте сейчас, наверное, даже предметы все закинул бы в Думу, потому что у Дума будет чистый урон с руки. Кунку продал? А почему? А почему Кунку продал? Кунка сильный персонаж под богами. Почему Кунку продал? Окаянный. Презрительно на тебя смотрю. Зачем Кунку продал? Тебе что, денег не хватало? Пощадил бы Кунку. Его корабли и так топит Тайт. А тут ты его еще и продал. Вообще, ну, вообще бессердечный. О, рыбалочка. Хотя и яички вкусно. Ага, он решил сыграть по-крупному. На крупный ребер. Магическая призма, отлично. В Думчика. Да, это сильно. Двойной Дум, это уже не шутки. Кстати, он может спокойно сейчас, если что, поставить себе 4 богов. Я думаю, это будет отлично. Под Дума. Оу май. Оу май.
Неужели он в этой катке покажет Некра? Антимага продал, окей, на мужика играет теперь дальше, все. Прекрасно, замечательно. Блин, будет обидно, если ему Винстрикса бьют. Так, косу не юзает, окей. 6 зверей. Угу. 3 человека, которые играют на богохорках. Чили, который играет на 6 троллях. Был бы там у него антимаг, я бы больше за это переживал. Но у него там нет антимага, поэтому плевать. Обалдеть. Выкиньте того типа побыстрее, потому что он себе сейчас орка-шамана сделает 2 звезды. Так, 500 чистого урона. Здорово. Да не. Лучше играть на Думе. Через магическую призму. Все дела. Потому что это как-то грустно. Это очень грустно. Кстати, за... Я думаю, он так же самое сидел в шоке, как и я сейчас с этого дамага в однозвездочного Некра. И он потом такой сидит и думает такой, зачем мне этот Некр нужен? И пока он думал, забыл косу заюзать. Это нормально, если что. Ты иногда просто, когда сидишь, следишь за игрой и все такое, то ты иногда можешь провтыкать 1-2 раунда чисто с реликвией. Это нормальная практика. Так, плюс винстрик отлично проверил сразу, соответственно, сразу юзнул. Думчик пошел душить, пошел душить. Ну, кстати, Некр нормально так надамажил, 2000 урона. Может, получится Некрас Аганима увидеть? И со спелпризмом? Там у Венста снова винстрик. 5 единиц, 100 хп. Ага, пошел улучшать свой стол. Думаю, 9 уровня достаточно. Окей. Но зачем ты кунку продал? Я сейчас не понял. Там, кстати, мастерская бума есть. Я думаю, он пойдет все-таки в уровень 10. Ему 10 нужен. Чтобы прям себя максимально уверенно чувствовать, ему нужен 10. Ой, там уже чел себе антимага нашел под 6 троллями. Марси в 3 звезды почти. Скорее всего, будет через синергию кунг-фу играть и 6 зверей. Тоже, кстати, очень сильно будет. У Марси будет очень много урона, а, соответственно, это еще и синергия кунг-фу. Там ваншоты будут лететь налево и направо. Кстати, ему сейчас кучно всех держать нельзя. Потому что там есть чел, который играет через Манки Кинга. Вообще нельзя всех кучно держать. Так, плюс винстрик, отлично. О, как. А, не хватило денег. Я понял, что он хотел сделать. Он сейчас немножко это сделает, но все же, короче, суть в чем. Вот в чем. Он себе приумножил количество опыта. И хотел сделать, чтобы ему немножко меньше надо было на 11 уровень. Красиво, красиво сделал. Не пожалел денег на это. Но это красивая тема на самом деле. Очень красивая тема. Хочешь себе 6 воинов поставить? О, как. Остался чистый урон. На самом деле у него есть магическая призма, поэтому я думаю, что это норма. Ой, как там хорошо Дум летит, боже ты мой. Снова ворка жреца прилетел Дум. То, что доктор прописал, боже, об этом только можно мечтать. Чтоб именно всегда так летел Думчик. Я думаю, будет ждать, если что, от 30-го раунда, а на 30-м раунде будет ролиться. Если сейчас он от этому Тирексу еще собьет винстрик, это будет 10 из 10. Ага, хочешь подождать этот раунд. Ну это отлично.
Ну, не знаю. Я вот, честно, лично мое мнение, я скептически отношусь к четырем чернокнижникам. Очень скептически отношусь. Вот прям максимально скептически, насколько можно. Потому что первый уровень синергии чернокнижников дает 20% от хила. Это уже много. А 4 чернокнижника дают 30% от хила. И это 10%. Но стоит ли оно того? Я лично считаю, что не стоит. Я могу ошибаться, но это лично мое мнение. Ай. Щит 5-го тира это, конечно, мощная тема. Очень приятная даже, я бы сказал бы. Но там этот Monkey King, конечно, такой. Я думаю, стоит все-таки взять себе щит. Маску взял. Ну, тоже, кстати, неплохо. И щит, и маска очень хорошие предметы. У него сейчас двойное безоруж будет лететь по всем. Потому что у него есть магическая призма, которая дает, что активные предметы, и, соответственно, таргетные способности будут по 2 людям лететь. Ну, по 2 фигурам. О-хо-хо-хо! Хорош! Провидец. О как. Энигму поставил. А можно так не надо? Итак, кто это? Это не Тирекс? Нет, это не Тирекс. Да, это не Тирекс. Ладно, живи пока что. Селедочка. Все-таки хочешь поставить себе 6 воинов. Ну, норм. Нет! Ай, ты падла какая. Ай-яй-яй, какая ты... Паскучий Миамор. Сбил ему винстрик. Ты посмотри, какой негодяй. Да. Если он, конечно, хотя даже если он 5 раундов этих выиграет, ничего не будет. К сожалению. Я подумал на мгновение, что ему хватит этих 5 раундов победных, чтобы получить 11 уровень, но, по-моему, у него не хватит. Надо, чтобы кто-то был с винстриком 5 единиц хотя бы. Тогда все хватит. Думает, куда эту энигму присунуть? Чего там, по-моему, явно не везет, потому что у него до сих пор еще нету Марси в 3 звезды. Тупо не выпускает никого из контроля. Лич. О магаш. Ну, Лич классная тема. Надо брать. Бери вместо одного чернокнижника. Да, 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 ты правильно смотришь. Одного чернокнижника. Хочет Омника. Возьми Лича. Возьми Лича. Лича возьми. Может, не надо? Может, поставим в Думе? Дум. Сильно там, конечно, Орк-шаман. Давай Дума. Дум. Верни в Дум. Кстати, это Марси в 3 звезды вылупилась. Верни в Дума. В Дума верни предметы. Пожалуйста. Ну, кстати, Некар там нормально поддушивает, я смотрю. Чисто зарезал. Еще и выкинул из игры его. Хорош. Я безоруж туда закинь. Ну, а безоруж-то надо 100% закинуть туда.
Зачем тебе безруж тут? Там у тебя двойной безруж будет, а тут одинарный. Верни туда безруж. У тебя же там магическая призма. Хочет сделать себе вечный сайленс, точнее вечный стан под тайдл способностью. Там, короче, 6 секунд КД будет на способности тайда, а 5 секунд он будет находиться все в стане. А, соответственно, это секунда окно. Сильно. Нормально так дамажит. А чё ты так много дамажишь, Энигма, алло? Энигма, успокойся. Ты куда так разогнался? Не, Даблдум это, конечно, хорошая тема, но надо, я же говорю, что... Ничего себе он там спамит. Дум вообще не туда, куда надо летит. Только в кабанов и летит. Серьезно. 11500 урона нанес, если что-то шоурует. Это Энигма. Все, Дум прилетел в тайда, это плохо. Ой, хорошо. Кстати, орка жреца нету сейчас. Все шансы есть, то, что он его сейчас задушит. Да, задушит, отлично. $11 500, кстати, еще и ничья сверху. Это плохо, то, что там ничья. О, орк-шаман. Это нам надо. Не знаю, имеет смысл тогда вообще оставлять себе чернокнижников баф? Кстати, аптечку может взять. Правильно он мыслит. Он может сейчас аптечку взять и сделать себе 12 уровень. Пожертвовать своим хп. Ну, будет прикольно, если ему аптечка упадет, и он сделает себе 12 уровень. Там как раз у них осталось 10, 8, 7 хп. Либо они сами себя там перебьют, либо же, соответственно, топ не им поддастся, они, соответственно, станут гигантские, и топ не вылетит из игры. Ну, такое может быть, если что. Вот этот Вадаса, у него какой-то вообще странный там билд. Ну, там играет чисто из-за того, что у него антимаг есть 2 звезды. Опа. Возьмет? Я думаю, сделает красиво, возьмет аптечку. Тут слишком много классных реликвий ему упало. И рейд ночных зверей, и аптечка, мастерская бума. Но у них там хп просто нету для рейда ночных зверей. Берет аптечку, хочет красиво сделать. Правильно. Давай. Юзай аптечку, находи сейчас... Жреца, жреца, жреца! Гоп-ца-ца. Надо половину стола убирать. Раз играем через аптечку, половину стола надо убирать. Он, в принципе, Ой, ёперный театр, там Свен 2 звезды. Ой-ой-ой. Это плохо, но там прикол в том, что у него есть Леон. У этого бога орка, поэтому на Свена будет отчасти плевать. Так как брони будет много, а Свен чистым уроном бить не будет. Омник скинул дебаф, если что. Там стан Тайда прилетал. Омник в это время скинул дебафчик. Так, бог-орк там вылетел, хорошо. Вот минус Вадаса. Бери жреца. Он думает, рискнуть или добить его. Не, рискует. Надо жреца взять, чтобы просто были баночки хотя бы. У него есть обезоружие. В принципе, этого Свена может спокойно обезоруживать. Я вот просто, правда, не понимаю, почему он не хочет обезоружить закинуть в Дума. Вообще не понимаю.
Двойной уже дум будет лететь, все такое. Двойной обезоружь. Так, один раунд остался, он, соответственно, себе... Ага, он сейчас посильнее стол себе поставит. Вот и орк-шаманчик, все. Оп, сюда. Усиление. Красиво делает. 12 уровень. То, что доктор прописал. Хочет Некрасия найти в 2 звезды, да? Но Свен на самом деле не опасен из-за того, что он чистым уроном сейчас не будет бить. Да, у него там будет большой урон, но не критично большой. Кстати, тут бы ему быстрее сдохнуть, потому что там есть орк-жрец, который может суммонить, и это неприятно. Ну вот, как я говорю, что Свен не так много дамажит, как хотелось бы. Ну, много еще, но не так много. Вот орк-жрец суммонит много, и это неприятно. Надо, чтобы он быстрее сдох. Отлично. 31 хп. Поехали. Давай. Сейчас навалишь движка. Провидца можно взять. Ну, можно не взять. Некр. Хочет орка чернокнижника, окей. Некр пришел, отлично. Еще один некр, чтобы тебе мало не казалось. Омник, отлично. Омник это хорошо. Под 4 богами самое то. Особенно, когда там Свен не бьет чистым уроном, это вообще 10 из 10. На! На! Как там много урона Свену летит, это просто... Ну, красиво, красиво сыграл. Красиво. На такой прекрасной ноте просто взял и порвал. Красота. Ну, там чел на богах-орках сделал ошибку. Ему надо было там поставить одного демона. Ну, убрать, короче, у него волшебника одного демонского. И поставить, соответственно, одного Свена демона. И он бы бил чистым уроном, соответственно, было бы больше урона и все такое. Он бы с руки там наварил, тоже будь здоров, этот Свен. Но из-за того, что он этого не сделал, Свен у него оказался, ну, бесполезным. Но топ-1 красиво сыграл. Уважение, почтение за это. Рыцарь занял топ-3, ему тоже уважение и почтение. Чел на 4 месте непонятно. Собрал с Марси 3 звезды, кунг-фу не поставил, даже не готовился к этому кунг-фу почему-то. Но это хозяин-барин, хозяин-барин. Получается, Керри Дум и Керри Тайт затащили ему катку. Топ-1. Не, катка прикольно получилась. Мне она понравилась, серьезно. Вот, правда, я не понимаю смысла 4 чернокнижников. 2 окей, 4 перебор, как по мне. Ну, в принципе, здесь был некор. Я так понимаю, он хотел себе поставить как 4-го чернокнижника, а орка-чернокнижника, который големом суммонит. Тогда да. Ну, короче, я от каточки остался доволен. Мне добавить по этой каточке больше нечего. В течение игры я добавлял, прям сверху добавлял. Поэтому, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И не забудьте поддержать меня своим лайком. И если вам нечего добавить по этой катке, то, соответственно, комментариям от 3 слов. Кто не подписан на меня, обязательно подпишитесь. И не забываем, у меня есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!